Небольшое новообразование на коже, узелок размером с горошину, может стать причиной тревоги и беспокойства. Опасения усиливаются, если образование начинает постепенно увеличиваться в размере. Диагноз специалиста липома только подливает масло в огонь переживаний, поскольку он очень созвучен названию многих опасных опухолей злокачественного характера. На самом деле реальных причин для беспокойства нет, поскольку жировики крайне редко перерождаются в злокачественные новообразования. Это доброкачественная опухоль, для которой характерен медленный рост или стабильность размеров на протяжении длительного периода времени. От чего появляются жировики на теле и как с ними бороться, вы узнаете в этом ролике. Так давайте же разберемся, как от него избавиться. Перед тем, как перейдем к лечению жировика, хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрит целых 96% зрителей. Прошу у тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, поддержать работу командой, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. Что такое жировик? Жировик – неофициальное народное название подкожного образования, сформированного жировой тканью. В официальной медицине используется научный термин липома, который отражает гистологический состав опухоли. Липома – это доброкачественная опухоль, которая остается таковой на протяжении всего времени своего существования. Для жировика на теле не характерно злокачественное перерождение. С этой точки зрения угрозы здоровью он не представляет. Проблема носит главным образом эстетический характер, особенно если опухоль располагается на открытом участке тела, на лице, на шее, на коже дистальных отделов рук. Отличительной особенностью любой доброкачественной опухоли является то, что она сформирована из клеток в окружении фиброзной капсулы. Этим жировики на теле отличаются от атеромы, еще одного новообразования, в появлении которого виновен жир. Атерома представляет собой скопление кожного жира, выделяемого сальными железами. Формируется атерома вследствие закупорки протоков сальных желез. Секрет железы не может выйти наружу, накапливается под кожей и проявляется в виде образования небольшого или среднего размера, возвышающегося над кожным покровом. Липома, в отличие от атеромы, состоит не из секрета сальных желез, а из жировых клеток, окруженных капсулой соединительной ткани. Появляется кожное образование в результате аномально активного деления и роста адипоцитов. Все клетки, вне зависимости от размера жировика, остаются дифференцированными, то есть сохраняют типичные для себя признаки, что позволяет легко отличить липому от злокачественной опухоли. Для раковой опухоли характерно нарушение дифференцировки и атипичное строение клеток. В случае с липомой этих признаков малигнизации нет. Липома, жировик – доброкачественное образование в виде небольших узелков, появление которых связано с накоплением и уплотнением избытка жировой ткани. Размеры липомы могут увеличиваться или оставаться стабильными. При воздействии неблагоприятных факторов внутри жировика могут образовываться очаги патогенной микрофлоры, что делает его источником других серьезных заболеваний внутренних органов. Также значение имеет неэстетический вид образований, выступающих на поверхности кожи. Поэтому в большинстве случаев принимается решение по удалению опухоли и ее последующему гистологическому исследованию для уточнения характера жировика, добро или злокачественного. Область локализации липомы – спина, грудь, лицо, конечности, молочные железы, структура внутренних органов. Обнаружить образование можно случайно в ходе диагностических процедур или при пальпации. Края липомы плотные и четкие, образование подвижно, а его прощупывание безболезненно. Обнаружить липому в тканях внутренних органов сложнее, однако именно такие случаи признаны наиболее опасными, угрожая нарушениями функционирования пораженного участка ткани. Как избавиться от жировика на спине? Их по ошибке принимают за обычные прыщи, но это не совсем так.
Липома, или как ее называют, жировик, это совершенно самостоятельное новообразование, относящееся к доброкачественным. Как правило, любит возникать в жировых подкожных тканях и бывает самых разнообразных размеров, от крошечных до несоизмеримо больших. Причина того, что на вашем теле появилась липома, могут быть разными: нарушение обмена веществ, широкие поры, активное выделение сальных желез, плохое питание и так далее. Конечно, здоровью ваш жировик вред не нанесет никакого, но с эстетической точки зрения это довольно неприятный недостаток. Симптомы образования липомы. Когда ваша липома только начинает появляться, под кожей можно почувствовать небольшое уплотнение. Оно может быть довольно мягким и подвижным, но все равно ощущаемым и довольно явным визуально. Постепенно данное новообразование начнет разрастаться в размерах и меняться в цвете. Все будет зависеть от того, какое количество сосудов вокруг вовлечено в его структурную часть. Если говорить проще, вполне возможно, что он покраснеет. Профилактика липомы. Для профилактики возникновения липомы следует свести к минимуму факторы, способные спровоцировать ее рост. Избегать травматизации мягких тканей, поддерживать адекватный вес, лечить нарушение углеводного обмена, следить за уровнем холестерина и вовремя его корректировать. Как избавиться от липом? Прислушайтесь к себе. Вызывает ли у вас жировик дискомфорт, возможно, болевые ощущения? Если это так, вы видите, что липома воспаляется и быстро увеличивается в размерах, то визит к специалисту лучше не откладывать, и это должен быть не косметолог, а именно врач. Хотим заметить, что лекарствами, особенно народными средствами, от липом избавиться нереально. Особенно это касается более поздних стадий их развития. Мази в данной ситуации бесполезны, а все средства, принятые внутрь, просто не достигнут жировика в необходимой концентрации. Самым правильным и результативным решением будет удаление подкожных уплотнений. Есть два способа это сделать. Физический, при котором человеку под анестезией делается надрез в районе липомы, и она аккуратно удаляется. Второй способ более спокойный и без нарушения целостности кожного покрова – лазерный. Преимущество лазерного удаления липом. Никакого лишнего дискомфорта, никакой крови, скорость самой процедуры, без швов, шрамов и рубцов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Натурально Полезно. До новых встреч!